Уровень Рагнарок. Со старта бежим вот сюда. Дергаем здесь рычаг. Сейвимся. Убиваем вот этого врага, выходя на боковом стрейфе, и этого тоже. Перезаряжаемся и подбираем на ходу вот эту вот пачку патронов на Инграм. Здесь убиваем вот этого врага и обязательно лутаем с него гранату. Перепрыгиваем, значит, барную стойку. Я пройду, чтобы без урона было. Иногда в этой барной стойке можно словить анимацию вскарабкивания, нежелательно. Здесь можно убивать врага, можно не убивать. Давайте попробуем. Убить нужно только вот этого первого врага с обрезом. Этих, в принципе, можно оставить живых. Здесь тоже Инграм. И стреляем вот сюда префайром. Обязательно нужно, ну, крайне желательно убить вот этого врага с дробовиком, потому что он может нас убить. Так, давайте я этих врагов убью, чтобы они не мешали. Вот здесь. Здесь такой неприятный момент. Вы можете застрять вот в этом месте. Ну, естественно, когда нужно показать, как здесь застревается, никогда не получится нарочно это сделать. Короче, здесь можно застрять. Для того, чтобы не застревать, я нажимаю на вот этот рычаг и чуть-чуть, буквально там полшага отхожу назад и уже спокойно вхожу. Значит, здесь мы дальше экономим уже немножко патронов на Инграм, поэтому врага вот этого лучше убивать с обрезом. Дальше я обычно переключаюсь на двойные береты. Входим вот сюда и убиваем вот этого вот противника. Немножко закрываемся также его трупом. Перезаряжаемся. Вот здесь обязательно делаем сейв, потому что вот этот вот враг с шотганом, который сейчас выстрелил, у него есть два разных паттерна. Иногда он долгое время не обращает на Макса внимания, иногда он прям сразу херачит в Макса. И может быть такое, что он вас просто убьет. Так, этого я убью, чтобы он не мешал мне рассказывать. Значит, вот эта лестница довольно крутая. Как быстрее всего ее преодолеть? Примерно вот с этой позиции делаем прыжок, проходим чуть вперед и делаем еще один прыжок. И еще два прыжка. То есть мы преодолеваем эту лестницу в 4 прыжка в идеале. Без анимации вскарабкивания. Здесь вот эта пачка врагов. Нельзя убивать вот этого последнего с обрезом. Потому что это активирует очень длинную катсцену. И кроме этого это меняет искусственный интеллект противников вот в следующем сегменте. Значит, здесь что мы делаем? Мы берем в руки гранату и кидаем ее примерно вот так в стену, чтобы она отрикошетила от стены. Но я слишком близко подошел. Здесь мы немножко приостановку делаем, и эта граната убивает всех троих. Без гранаты здесь довольно тяжело пройти рандомно. Можно, конечно, просто спреем с инграмов без приостановки, но я говорю, это рандомно. Можете здесь больше проебать. Дальше я обычно переключаюсь на двойные инграма. И выхожу вот так вот на боковом стрейфе. Обязательно нужно залутать 2 инграма с одного из врагов, которые вот здесь умерли от гранаты. И также, вот здесь видите, вот этот противник, его нельзя убивать заранее, потому что это также активирует очень длинную катсцену. Мы проходим вперед, и уже в дверном проеме мы его спокойно убиваем, не будет катсцены. Вот, иногда он может, ну это зависит от вашего мувмента. То есть, либо вот стараемся вот как-то вот сюда прислониться, либо, может быть, наоборот, к другой стене. Посередине, если мы... Ну, я точно до конца не знаю, из-за чего зависит его меткость этого противника. Если вы хотите гарантированно прям не получать урон, то делаем кувырок. И также убиваем спреем с инграмов вот этого противника. Последние ступеньки преодолеваем прыжком вот сюда. Здесь тоже немножко сокращаем дистанцию, вот так угол срезаем. И следующих противников проще всего убить с инграма одинарного либо двойных, но патроны я не трачу, я стараюсь с дробовика их убить. Но на самом деле можно и с инграма. Убиваем вот этого и вот этого. Опять же преодолеваем последние ступеньки лестницы прыжком вот сюда. И здесь тоже срезаем угол и лутаем инграма. Если вы промедлили с убийством вот этого противника, у него патроны в его инграмах закончатся, и он переключится на дигл. Вы не залутаете 50 патронов. Вот. Иногда, в некоторых случаях, вот этот противник тоже роняет свой инграм куда-то вот сюда. И можно с него 25 залутать. Но очень часто он его роняет прямо в самый низ, естественно. То есть мы не сможем их залутать.
Так, вот здесь одним прыжком зарезаем угол и бежим вот сюда. Вот здесь, примерно вот с этой позиции, мы делаем прыжок, либо фронтальный с дожиманием стрейфа в воздухе, либо обычный диагональный прыжок. Вот, и преодолеваем этот угол. Здесь можно, в принципе, на 20 FPS вот так вот пройти. То есть Макс не спотыкается об эти штуки. Либо можно просто прыжком. Входим вот сюда с ингамом в руке, одинарно. Сейвимся обязательно. Убиваем вот этого противника, вот этого и вот этого. Переключаемся на шотган и открываем вот эту вот дверь. Здесь есть два варианта. Сейвовый, это мы делаем пару шагов по ступенькам и кувырок влево-вниз. Мы обязательно в кувырке должны приземлиться не вот на эту металлическую херовину, а на сцену, которая чуть-чуть выше приподнята. Таким образом мы не получаем урон от падения. Это сейвовый вариант, то есть вы делаете это в кувырке и по вам никто не попадает. Либо второй вариант. Допустим, мы входим, открываем дверь с береттой. Этого врага станлочим. Вот, но он по нам обычно всегда попадает. И вот так вот мы соскальзываем. Это чуть быстрее, может быть там на сколько-то миллисекунд, не уверен. Очень важно, чтобы вот этот враг не умер, потому что его смерть опять же активирует очень длинную катсцену. Еще, если вы не убили вот этого врага, вот этого, то он может за вами пойти и убить как раз френдли файром вот этого врага, смерть которого активирует катсцену. Именно поэтому я рекомендую того шотганера все-таки убивать. Так, ну я сделаю сейвовый вариант по пусе. Здесь бежим на диагональном стрейфе и обязательно на диагональном мы соскальзываем вот с этой металлической хреновины вот сюда. Если вы фронтально попытаетесь, то у вас не хватит дистанции, вы упадете. Убиваем его. Значит, здесь лежит одна таблетка, можно ее захватить. И нужно кнопку взаимодействия здесь спамить для того, чтобы открыть сцену. Дальше здесь есть два варианта. Либо на кувырке мы падаем вот на вот эти вот динамики. Либо мы проходим вот здесь, вот видите, где нет мониторов. И допрыгиваем сюда обычным прыжком, это чуть быстрее. Переключаемся на одинарный ингам, убиваем вот этого. И делаем кувырок для того, чтобы враг с шотганом по нам не попал. Переключаемся на двойные береты. Здесь решение лабиринта очень простое. Нужно, чтобы все рычаги были в положении вверх. То есть второй и четвертый получается, если смотреть слева направо. На Unlim FPS скользим быстрее вниз по лестницам. Здесь вот этот враг, у него есть граната. И такой довольно рандомный момент, когда вы его убиваете, он эту гранату может... Так, чел, не мешай, пожалуйста. Он эту гранату может куда-то вот сюда, то есть она может провалиться сквозь вот эти щели в лестнице. Ну, в принципе, наверное, если он эту гранату уронил, то мы за ней не возвращаемся, потому что это таймлуз. Но крайне желательно ее все-таки подобрать. То есть это хороший рандом, если вы сможете подобрать гранату. Мы ей воспользуемся на следующем уровне. В идеале у вас здесь должно быть либо одна граната, это минимум, либо две гранаты, это, ну, прям хорошо, вы сможете еще немножко таймсейва себе засейвить. Еще раз напоминаю, где берутся гранаты. Первая граната берется на уровне 1-2, уровень с метро перед катсценой с убийством Алекса. Две гранаты берется на уровне 1.5, там, где мы поднимаемся по лестнице, после того, как мы открыли ключом дверь. Там будет враг, который убегает от нас. С него падает две гранаты. И одна граната падает на уровне 1.7, где вот рекламные щиты. И еще одна граната падает в начале Рагнарока, в самом начале, где мы убиваем чувака за барной стойкой. Значит, дальше мы поднимаемся по лестницам, скипаем последние ступеньки прыжками. Стараемся не ловить вот эту длинную анимацию вскарабкивания. Вот здесь можно прыжком уже вот сюда вот развернуться и сразу бежать в нужном направлении. Значит, если у нас две гранаты, мы заходим в следующий уровень с гранатой в руках. Если у нас одна граната, то мы заходим
с одинарным инграмом.